2 июля 1994 года авиалайнер McDonnell Douglas DC-9 авиакомпании US Air выполнял плановый внутренний рейс 1016 по маршруту Колумбия-Шарлотт. На борту самолета находились 57 человек. Авиалайнер выполнял внутренний рейс протяженностью 150 километров и расчетной продолжительностью 35 минут. Экипаж состоял из командира, второго пилота и 3 бортпроводников. На борту самолета находились 52 пассажира. В 18 часов 10 минут, согласно с расписанием, DC-9 вылетел из аэропорта Колумбия. Полет прошел без происшествий до подхода к Шарлотт, где наблюдался грозовой фронт в непосредственной близости от аэропорта. В 18 часов 35 минут экипаж установил связь с диспетчером подхода, который передал: US Air 1016, сохраняйте 1200, полоса 1.8 правая, поворот на 10 градусов вправо, снижайтесь и занимайте 610 метров, курс для визуального захода на посадку 1.8 правая, 3 сотни. Командир подтвердил получение информации. В это время сами авиадиспетчеры на вышке аэропорта Шарлотт заметили, что в южной части аэропорта идет очень сильный дождь. Поэтому диспетчер подхода западного сектора радировал рейсу 1016. US Air 1016, у нас в южной части аэродрома идет сильный дождь, поэтому подход будет по курсоглиссадной системе. Также поправка относительно высоты. Сохраняйте 910 метров. В 18 часов 39 минут авиадиспетчер подхода вновь связался с рейсом 1016 и дал указание: US Air 1016, полоса 1.8, разрешается посадка следом за самолетом Фоккер-100. На это с Дугласа ответили: был бы благодарен за информацию о фактической погоде от экипажа самолета Фоккер-100. За несколько минут до этого экипаж самолета Фоккер-100 рейса 984 авиакомпании US Air совершил благополучную посадку. Экипаж рейса 984 сообщил, что посадка прошла плавно и без особых проблем. Диспетчер довел эту информацию до рейса 1016. По информации АТИС, на 18 часов 36 минут над аэропортом Шарлотт в это время стояла переменная облачность. Видимость достигала 9 километров, шла гроза с ливневым дождем, дымка. Однако на момент подхода рейса 1016 эта информация еще не была передана самолетам в районе аэропорта. Дождь шел стеной, а видимость в нем не превышала 400 метров. Экипаж рейса 984, который приземлился перед рейсом 1016, сообщал о нормальных погодных данных при посадке, но в процессе руления к стоянке погода значительно ухудшилась. В 18 часов 40 минут диспетчер вышки передал предупреждение о сдвиге ветра для всех самолетов, но на другой радиочастоте, чем та, что использовалась экипажем DC-9. Рейс 1016 до входа в глиссаду подходил ко взлетно-посадочной полосе слева под углом 45 градусов, следуя в условиях сильного дождя и периодически попадая в воздушные ямы. Командир, понимая, что его самолет находится в серьезном затруднительном положении, попытался прервать посадку. На высоте около 60 метров командир увеличил обороты двигателей и потянул штурвал на себя, после чего лайнер стал подниматься, но затем отклонился вправо и быстро начал терять высоту. В 18 часов 42 минуты самолет DC-9 приземлился в поле в пределах границы аэропорта в 660 метрах к юго-западу от торца взлетно-посадочной полосы 18-я правая. Проехав 240 метров, отклоняясь влево, самолет пробил забор аэропорта, выехал на жилую улицу и врезался в деревья. Самолет разломился на 4 части и загорелся. Через 5 минут после катастрофы прибыли спасательные службы. При ударах о деревья и разрушении самолета оба пилота получили серьезные травмы, но выжили. Все 3 бортпроводника также были ранены. 32 пассажира погибли при разрушении фюзеляжа. Еще 5 задохнулись в пожаре. Такому большому числу жертв способствовало то, что разрушавшийся салон завалило обломками. Все аварийные выходы завалило, поэтому пассажиры выбирались наружу только через разломы в фюзеляже. В катастрофе погибли 37 пассажиров,
а остальные 15 пассажиров и 5 членов экипажа получили ранения. Также обломками зацепило 4 человека на земле, но они практически не пострадали. Расследованием причин катастрофы рейса 1016 занялся Национальный совет по безопасности на транспорте США. Окончательный отчет расследования NTSB был опубликован 4 апреля 1995 года. Следователи пришли к мнению, что катастрофа в Шарлотте произошла из-за следующих факторов. Экипаж принял решение продолжать выполнять заход на посадку при сложных погодных условиях, предрасположенных к созданию микропорывов. Пилоты не распознали своевременно сдвиг ветра и опасность ситуации. Информация об опасных погодных условиях и сдвиге ветра не передавалась в режиме реального времени. Диспетчеры не доводили ее своевременно до экипажей, поэтому в условиях быстро развивающейся грозы и попаданий в микропорывы не был своевременно начат уход на второй круг. Сопутствующими факторами были названы отсутствие контроля за работой диспетчерской службы аэропорта, в том числе авиадиспетчер не запрашивал информацию от погодного радиолокатора и не передавал ее экипажу самолета. Наблюдатель на диспетчерской вышке аэропорта не доводил до диспетчеров всех секторов и не проконтролировал, что они знают и сообщают экипажам своевременную информацию о горизонтальной видимости, а также о высоком уровне опасности сдвига ветра. Составленные в авиакомпании US Air процедуры не соответствовали установленным стандартным процедурам действий. Недостатки программы предупреждения о сдвиге ветра, которая не предупредила об опасности при входе в микропорыв. Смотрите также. В сентябре 1974 года, 11 числа, авиалайнер McDonnell Douglas DC-9 авиакомпании Eastern Airlines выполнял внутренний рейс 212 по маршруту Чарльстон, Шарлотт, Чикаго. Но при заходе на посадку в аэропорту Шарлотт врезался в деревья и рухнул на землю недалеко от аэропорта Шарлотт.